Я хочу для Каны спеть, пожалуйста, один разочек. Пик. Нет, не пой. Упал. Да. Я больше не буду. Вот одну свою и больше не буду, хорошо? Прошу тебя. Хорошо? Потом мы будем собираться в город. Да? Готова? Нет. Давай. Numbers of figures holding their plazas apart. Questions of science, science in progress. Do not speak last at my heart. So tell me you love me, on that you haunt me. Oh, when you rush to the stars, running in circles, chasing your tails. Come back to the start. Nobody say it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody say it was easy. No one say no one feels I'm going back to the start now. Знаешь, что самое интересное? Что люди уже имеют то, что им надо. То есть у них все есть. Если у них есть семья, Че, Кана, я звездой проснулся. У меня плюс 3 новых подписчиков. Да? Да, на меня Дэш подписался. Приятное чувство. Серьезно. мне кажется, соскучился, да, по этому? Ты же, конечно, творческий человек, конечно. Я без этого вообще не могу жить. Вот это сложность. Но надо здесь это пробовать, продолжать. Ну, ты обнуляешься просто с нуля. Прикинь, вот просто с нуля. Ты сейчас ну, блин, у тебя сейчас другое это, мне кажется, ремесло. Че врать? Вначале всегда, но когда вот все это началось, потому что я уехал, и я говорю, как будто было ощущение, как будто он уехал. Начинаем веселье, начинаем фесты, потому что это все, чему я себя готовил все это время. Мы репетировали с ребятами, я всегда хотел такое шоу прям. Мне кажется, меня это тоже тормозило, что я чересчур заморачивался. Ну и площадок тогда не было, прям вот, что все такие открытые для выступлений, ничего. Сейчас просто всех прорвало, ты же видишь, у всех брас стоит, у всех скрипочки, все такие музыканты. Да. Круто. По-любому это представляешь? Думаешь, блин, вот я бы сейчас так сделал, так бы сделал. Сколько у тебя капризов, ты просила трек, now listen. Это мой ответ на твои сотни писем. И не подумай, нет-нет, я не зависим. Просто нет шайзе. Ну, я хочу сама поиграть. Где? Ты нотки же знаешь. Ну-ка, где до? До. Я, знаешь, я думаю, что если бы я, короче, не уехал бы, я бы вообще не познал себя. Короче, это всегда место, где когда ты, я думаю, любая, ну ты тоже мигрировал, ты знаешь, эмигрировал. Ты знаешь это ощущение, когда, Ну, я не ну не хочу. знаю, ты как-то наедине с самим собой. Короче. Я в себе столько всего, о себе столько всего узнал и понял, что мне мешало. И, блин, ну это, короче, я понимаю, за что я плачу.
скажем. И это дороже любой, там, не знаю, популярности, сделанной в чем-то еще. Когда ты наконец находишь подход к себе, ты начинаешь дружить с собой, принимаешь себя таким, какой ты есть, и борешься с какими-то болячками, травмами детства. Вот. Но это круто, короче. Переезд, он тебя делает только сильнее, вообще просто мега сильный. Поэтому ради такого, как бы, опыта. А как Фируз говорит, вернуться, ну, да, можно, наверное. Но я каждый раз говорю, чем дольше я оттягиваю этот переезд, я приезжаю и просто вижу, как много воды. Ребята уже продвинулись. Ты понимаешь, что ты не приедешь, и ты, о, давайте обратно все вместе. И ты научи вновь доверять, а я с одной тобой хочу летать, поверь. И я научился тебя ждать, и лишь с одной тобой хочу летать, ты стань родней. Скажи мне, что Вот с моя нами, гетто. что с нами, что с нами, как с этим дальше жить, поверь. Своими волнами снова мы дали возможность нам вместе быть. Зачем? Скажи мне, что со мной, что с тобой, что с нами, как с этим дальше жить? Ответь. Своими волнами снова мы дали возможность нам вместе быть. Зачем? Судьба обратно мне дает возможность быть кому-то нужным. И лишь один вопрос, нужен ли тебе не нужен? Когда десятки ухажеров ждут тебя на ужин, ты пропадаешь парнем с голосом простуженным. Он не похож, что все невысок, бесстроен, временами порой не дружишь с головой. Но если дать ему возможность быть твоим героем, он для тебя, принцесса, новый мир откроет. Арвин, ночью ерунда, для меня шедевр, как для да Винчи Дракон. И если я бы мог бы знать, что у тебя такого, я бы никогда не послал тебе совета Арагорна упорно. Буду как в фильме «Ультиматум Борна», искать тебя по самым разным приборам, и в отражении своих мониторов увижу силуэт тополя мне знакомый. Ну, короче, я ее забыл. Много накосячил, извините. В общем, когда я первый раз сюда приезжал, команда Лейпциг играла в первой лиге. То есть не в Бундеслиге, да, не в основной. И когда я говорил, в каком я городе был, мне говорили, в каком? Я говорю, ну, рядом с Берлином, короче. И все такие, рядом с Берлином, все понятно. А когда они вышли в Бундеслигу, этот город просто знали все, понимаешь? Как футбол, да, дает какой-то пиар. Кем ты здесь работал? Я последней моей работой, был доставщиком пиццы. На велосипеде развозил, на электробайке, короче. Хватало? Да, нормально. Но это очень тяжелая работа. Да. Потому что здесь погодные условия. Чтобы ты понимал, нам повезло, что сейчас солнце. С октября месяца по март-апрель здесь просто такое все, постоянно дожди, снег. Вот реально первое, что мне было сложно, это привыкнуть к тому, что, Алмата солнечный город. Даже зимой, согласись. Что? Короче, рассказывай, да, расскажи, пожалуйста, как ты дошел до Германии. Короче, в 45-м дед выезжал. Оставил тут бабулю одну. Ну чем, ты же знаешь эту историю. Корона Сайт. Не, я знаю, что ты музыкой занимался. Да. Понимаешь, я уехал не так, что у меня все крах, короче, знаешь, у меня ничего не прет, у меня ничего не получается. А как раз таки у меня было две дороги. Понимаешь? Одна стабильная и в пользу семьи, и в пользу ребенка. То есть
А вторая — это моя мечта. И, ну, как мне здесь спрашивают, что ты очканул, типа, да? Ну, я чуть-чуть не то, чтобы очканул, я как бы, типа, себя подвергну, знаешь, голоданию, чему-то еще, каким-то таким моментом я мог. Да, но когда у тебя ребенок и жена, ты смотришь в другую сторону, короче. Вообще, как так получилось, что мы на расстоянии столько времени продержались? Я дал обещание родителям, что Фируза выйдет за меня замуж, но она закончит учебу. И она тоже дала обещание. То есть нам так поставили такие условия, да, типа, ну, без проблем женить, но, пожалуйста, здесь была такая, знаешь, как бы инвестиция, столько сил было вложено, пожалуйста, закончить, не надо дурковать. Ну, и я тоже не видел смысла, потому что Ну, конечно. высшее образование, как бы, да, и, ну, я вижу, что у нее получается, она классно учится, все экзамены легко сдает, и я вообще не препятствовал, у меня не было такого, знаешь, как бы. Тот самый момент, как так получил, когда вы точно принимаете решение переезжать? Ну, блин, она приезжает в 2020 году, и мне кажется, всем понятно, что было у нас в стране в 2020 году. Мне кажется, все вылезло наружу, все эти пробелы, недоработки. Да. И карантин, и ты остался без работы, получается, да? Да, да. Ну, карантин, да, я это все время как бы занимался музыкой, и вот у нас была своя команда, бенд, J-бенд. И вроде бы успешными говоришь. Да, да, мы были. Я считаю, что мы в тот момент мы были одни из самых топовых вообще групп. И было время, когда я понимал, что моя работа состояла из того, что я 2 дня в день, ну, типа, в неделю работаю. 5 дней это мои как бы, ну, выходные, так скажем. Ну, не просто выходные, конечно, посреди недели есть там репетиции, еще какие-то сборы. Но именно прям рабочие дни у меня было так, что 2-5, да, так скажем. И этого хватало, то есть, на жизнь. А после короны я работал учителем. У меня было... Сначала в одной музыкальной школе работал, потом свою школу сделал, чтобы еще больше зарабатывать, соответственно. Выступал. Мы уже отделились, наша команда разделилась вообще на это, потому что, ну, большую команду никто покупать не собирался. И я помню, просто я за один вечер, за целый вечер я работал, и я просто мог максимум из этих денег купить дочери памперс. Потому что у нее там не все ей подходили, так скажем, да. И какие-то салфетки влажные, что-то еще. И я просто приходил и так бросал на кровать, говорю, доча, на, папа напел. Ну, то есть, короче, это был такой абсурд, и, блин, не знаю, это было такое сложное время. Что я еще делал? Ну, и на студии, да, что-то мы там творили, где-то я продавал песни, что-то еще пытался, короче, и вот такое ремесло, короче, нестабильное, еще раз показало, что, блин, в такое время сложно, короче, нам, артистам. Кто принял решение о переезде? Я? Я говорю, для меня Баттер это... Он, короче, повлиял на меня, как на человека, как на музыканта, да, в целом. Давай попоем его. Возьми гитару. Возьми гитару. Что можно из его спеть? Ну, именно вокальных каких-то приемов. Вообще, не знаю. Но он же умел погружать, да? Ну, такой голос прям. В чем его уникальность? Он супер музыкант. В первую очередь. Кто-нибудь продолжит его наследие? Я не знаю. Озолоченный свет твоей слезы горит ночи, обнимая меня, сказала ты, не уходи, зная, что нет моей вины, я прошептал тебе прости. Не, здесь аккорды непонятные, братан. Давай играть.
Папа, давай играть. Играть, давай. Час, дочь. Играть. 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 Давай. Иди, виси. Вот, вот папа. Папа. Ну, папа. Папа, почему ты не играешь в лошадки? Давай играть со мной. Нет. Иди поиграй с нами, давай. Он хорошо будет. Но я думаю, меня больше ребята с проекта. Ну, я так думаю. Потому что как можно было одновременно топить за проект, да, и выбрать, как скажем, ну, переезд, короче. Но когда у них будет семья и будет ребенок, тогда они меня поймут полностью. И тогда мы поговорим. Играть доктора. Нет, не вот так. Не, братан, надо что-то прям хорошее спеть. Давай, да, брат. Нет, Все, а как? Как это делать? А, вот так? нет. А как? Вот так помянуть. И вот так одеть. Смотри. Геннадий. Гена, Кана. очень приятно. Ходи. Тоже из Казахстана, Гена? Да, Из Тараза. Тараза, да? Да, говорил же. Ну, я про Вову говорил, но это Гена. Я его Это младший его брат. братишка, да. Да. Кореец, который родился в Казахстане и живет в Германии. Получается, твои предки же тоже переселенцы. Они же тоже в Казахстан переселились. Да. И ты продолжил их путь. Да, некоторые спрашивают, что твои родственники из Северной или Южной Кореи, короче, я Ага. всегда отвечаю так. Короче, он не был раньше в Северной и Южной Корее, но так если брать, да, Северная Корея. Ну да. Ты снимал Вову, да, семью. Это вот, например, это поколение, которые, ну, приехали как поздние переселенцы из Казахстана. Они обычно 2 генерации, 2 поколения переезжают сюда. То есть у них рождаются внуки, и, в принципе, они уже не чувствуют такую тоску по дому. Да? То есть 3 поколения уже, каждому поколению, которое ну, здесь рождается или проживает, интегрирует, они лучше. И да, то же самое можно, ну, сказать вот с нашей дочерью. Да? То есть, например, следующее поколение, вот ей будет легче, например, жить. Но нам, как вот первое поколение, которое переехало, нам вот эти трудности, что ты, короче, ты не дома. Что я немец? Ну, только по бумажкам. И как бы, ну, я могу в силу бумажки там что-то там требовать или еще что-то общаться. А чтобы они, немцы, как бы, типа, вот он. Ну, нет, все равно тут ты иностранец. Вот, брат, казахстанская. Вот здесь формат. Думаю, что цены просто. Mit der Seife, ja? Geh waschen. Кет қолымды жуды. Красавым бе. Ой, байқа. Ну, кстати, вообще казахский не очень. Я себе здесь задал вопрос. Я за полгода выучил немецкий.
почему я не могу, ну, как бы нормально, знаешь, так сесть и по правилам выучить свой язык. Я говорю, я здесь больше казах. Я прям, это в моих целях тоже есть. Вот. Ты здесь, ты понял, что хочешь учить казахский? Конечно. Ну и ты знаешь, какие события сподвигнули на эти мысли. И чтобы социализироваться, нужно, по сути, учить немецкий. Там, культуру понимаешь, немецкий учишься, уже получается, общаешься с немцами. Ну да. А у меня не с иностранцами, не с немцами, короче, не так. Вот. Ты где-то между. То есть с иностранцами, ну, общаешься на английском, ну, все равно, да, как бы, там такой просто small talk. Вот. И чисто с казахом, казахов у нас очень мало. И как бы все равно думаешь, вот, типа, моя, ну, не моя страна, вот мои друзья, как будто бы все как бы в Казахстане, да? Приезжаешь в Казахстан, блин, там, ну, а их нету, короче. А есть такое, что чем больше ты здесь находишься, тем, ну, с каждое возвращение тобой, ну, условно, даже год, например, прошел, ты не был в Казахстане, через год приезжаешь, ты такой, вау, столько воды уже, ну, тепло, знаешь, ну, как бы ты такой, ты не вернешься в того самого, понимаешь, человека. Ты такой, уже все, в принципе, все уже дальше пошли, как-то все дальше движется, и ты как будто уже, ты не вернешься в то самое место. Да. Ты как будто обратно по новой будешь возвращаться в свой же дом. У меня вот такие ощущения. Я понимаю, чем больше затягиваюсь с вот этим, типа, вот, мы поедем домой, все, давай, вернемся. Ну, это в моей голове иногда бывает. Ну, с другой стороны, мне кажется, вам проще говорить, потому что у вас семья здесь. Семья? Да. Вот, кстати, интересно, да, мне не одиночки. Ну, вообще, да, когда я здесь училась, я же тоже, я собиралась домой постоянно. А потом, когда я прилетела, уже когда мы втроем прилетели, я так рвалась к родителям всегда, а тут у меня просто спокойно, прям такое сердце было, потому что, ну все, мы здесь втроем, и как бы все так, все по местам, да, как и должно быть. А вообще, что мне помогает здесь в отношениях с немцами, просто что я поняла, я никогда не стану для них своей, и это нормально, это окей. Сен алғашқы сүйген қызым, көкте жазым менің күзім қысым. Арманданып жыл мезгілін қалай күтсем, ол да мен күтпен күткен аққу құсым. У меня один вопрос. Да. Вы уезжаете с ребенком, Фируза идет на работу. Да. Кто остается с ребенком? Я тебе вот, это очень классный вопрос. Кана, ты умеешь задавать вопросы. Ну, серьезно. Я поэтому, когда смотрю Замдас, я просто кайфую. Серьезно. Ежик большой слава. Не, Ежик тоже крутой, он на своем месте, он все классно делает. Я тебе говорю, он иногда так обрубает просто. Пока. На работу? Ты куда? На работу. Ты кричишь на работу? Будем скучать. Однажды еще подруги решили Молодец. Надо снять тарелки, да? Фируза на работу, ты с ребенком. Ну, вообще, уже ребенок ходит в садик. Угу. Сейчас нам просто надо взять справку, что она не болеет, и потом она будет пойдет в садик. А так, у меня скоро новая работа. Я буду мясником. Вот, у меня скоро, 2 октября будет пробный день, и потом мы с Эмилио, доча. Давай я буду читать. Не хочешь? Почему? Получается копить денег? Копить? Короче, знаешь... Или закрывать свои нужды? Да, 100%. Как бы, но... Закрывать? Нужды, да, закрываем. То есть нету такого, что там... Короче, все необходимые... Иди, проводи. Все необходимые... Иди сюда. Нет. Ну ты же потом ко мне придешь. Но я хочу такую. Ну тебе потом папа ко мне Все, что... Короче, все, что нужно для человека, все его расходы бытовые, они закрыты.
В этом плане здесь гораздо легче. Вот. Ну, конечно, ну, есть же такое, что, например, долго привыкаешь к продуктам, что еще скучаешь по вот этому. Нет. У тебя нет такого? Ну, вообще, мне кажется, я человек не очень репрезентативный. Ну, Типа, вряд ли то, что я говорю, там, мои ощущения, эмоции, это то, что испытывают, мне кажется, большинство иммигрантов здесь. То есть я как бы... Ну, это, кстати, да. Я абстрагируюсь сильно и могу просто на своей волне быть, и все. Заработные деньги хватает на жизнь? Да, да. На жизнь хватает. Стараемся в Казахстан там пару раз в год летать, хоть часто и не дешево. Это очень Нормально. Да. Можно вот здесь, знаешь, мы смотрели по ценам. Мы вот слетали к Казахстану, или вот реально куда-нибудь в Барсу или Малёв. Так, короче, отдохнуть. Ну, прям вот так. Но при этом Казахстан очень важно летать. Особенно сейчас. У меня дочка. И хочется, чтобы она не теряла связь с родиной. Кстати, с этим прикольный факт. То, что мы типа до этого думали, что надо дочку почаще возить в Казахстан для того, чтобы она не привыкала там, условно, к хорошей жизни, чтобы она видела там, что в Казахстане люди живут по-другому, там, чтобы там они там, ну, другой менталитет, это все. А по факту получается, что когда мы возвращаемся в Казахстан, она там живет лучше, чем здесь. Да, потому что она там ездит всегда на машине, потому что ее всегда развлекают, потому что там всегда той. И она думает, что когда ты приезжаешь в Казахстан, там всегда праздник. Типа, а здесь скукота какая-то. Хотя как бы мы задумали вообще наоборот. Оставляя лишь остывший кофе, сигаретный дым так с ума сводят. Разбежались, как птицы свободные, по минутам расписаны ноты. Я не сон, это ты так решила. По сценарию старого фильма проиграла, ты победила. В одночасье пути разделила. Что тебя мотивирует? Тебя мотивирует Фируза? Да, конечно. Чем она тебя мотивирует? Тем, что она есть. Не, ну она тебе говорит, йоу, гоу, давай. Да нет, вот, нет. или что? Это как будто, знаешь, без слов понятно. Да. На уровне, не знаю, взглядов. Ну, я знал, куда я еду. Я знал, на что иду, и поэтому я был готов к этому, к этим трудностям. Вспоминать дни, и проводили мы с ней, зависли по весне, поверь мне. Ведь я такой, какой я есть. Миру не поменять меня, пока я здесь. Пока во мне воля есть, пока я строю мосты там, где ты разрушаешь мои мечты. Ведь я такой, какой я есть. Миру не поменять меня, пока я здесь. Пока во мне воля есть, пока я строю мосты там, где ты разрушаешь мои мечты. Обмани меня, но не играй с огнем. День за днем мы забываем, для чего мы живем. За закатами сколько, но сломано. И дорыхло, насколько закопана. О, мама, прости меня за что. Я год не знал ее, на самом деле. Кажется. Просто я приходил домой, ну, в Казахстане, когда жили. Я просто не видел, как ребенок растет, да? Ну, у меня такой режим работы. Там ночью выступаешь, там, ну, поздно, просто 3 можешь утром прийти. И просто я всегда, ну, как, знаешь, это другое, там, поиграл и все. Ну, прям, чтобы провести время, познать своего ребенка, выстроить связь. Вот я благодарен, знаешь, этому времени, что мне выпала такая возможность. Это адски сложно, но... Да, ну, я прям, знаешь, это... Все, короче, да, с ней. С самого утра. Ну, плюс она привыкала уже без мамы сидеть. Это вообще сложно. Там, где ты разрушаешь мои мечты. На столе лишь остывший кофе, сигаретный дым так с ума сводит. Разбежались, как птицы свободные, по минутам расписаны ноты. Я не сон, это ты так решила. По сценарию старого фильма проиграла, ты победила. В одночасье пути разделила. Йоу. Как давно ты ее написал? Блин. 2011. Когда мы с тобой познакомились, ну, то время. Да, моя любимая песня.
Ну. Давай возьмем. Братан, ты будешь мясо? Или давай дальше. Не, давай дальше. Что, туда занести? Да, конечно. Вова, как кем ты себя чувствуешь? Здесь? Да. В плане немца? Нет, ты понимаешь, кем ты думаешь, что твой сын будет? Мой сын? Да, Кирилл. Ну, наверное, когда он подрастет, здесь, наверное, еще больше будет мультикульти. Мультикульти на немецком это мультикультура. Да. И, наверное, еще больше пропадут эти рамки про национальности. Здесь будет очень много всех. В Берлине, например, говорят, из 196 стран присутствует 192. Ты просто там идешь и там, ну, все, есть все. Не скажешь, да, что он в Германии? Да, совсем другой мир. Тут, кстати, вот... 5 раз будет. Тут, короче, две дороги есть. Либо ты держишься со своим, так скажем, своим кланом, то есть ты можешь работать всю жизнь, проработать в русскоязычной среде. Ну, я думаю, как Штаты, да? Вот, а можешь интегрировать и, короче, быть больше в немецкой среде. Ну, лучше всего баланс. Да. Быть интегрированным, но в то же время не забывать, как бы, что есть люди, которые нуждаются в твоей поддержке, в которых ты нуждаешься, так скажем. Пойдем этот покажу. Как бизнес, брат? Нормально, нормально. Да? Будни не так, выходные лучше. Мое детство практически, наверное, до окончания школы. Я сейчас просто думаю, вспоминаю. Я бы сказал, что мы практически жили, хотя в то время как бы говорили, что социализм, ну, при том, как мы жили и в сравнении с нынешней жизнью, да, то это практически можно было сказать, что фактически мы как будто жили при коммунизме. Конечно, было не все бесплатно, но время было очень хорошее. Я учился в школе, был ребенком на значках, он был, потом был пионером, как бы, тоже на значках он был, комсомольский значок. Ну, то есть, как бы в то время это было. Но в том плане, что мы действительно трудимся, будем говорить, как вот написано по-коммунистски, мы как бы стараемся так трудиться. Если трудимся, то трудимся. Если отдыхаем, то значит отдыхаем. В этом районе раньше очень много жило нациков, лысых. Прям, которые в этих бомберяках, башмаках с белыми шнурками. Скины, да? Прям скины, да. А что стало с ними? Переоделись. Волосы отрастили, переоделись. И даже, наверное, прибавилось. В целом с такой обстановкой в Германии, что... Ну, Как Жан дела? Хорошо. Едем в Лейпциг. Да. Есть такое напряжение, что я еду за рулем. А в Германии, по идее, законно нельзя водить. Я еду незаконно. Даже в Америке так страшно не было в плане. В Америке, ну, так получилось, мы с другом, мы очень много как бы ездили в этой зимой, как бы. У нас, получается, был суммарно там 9 тысяч километров, мы за 3 недели намотали на машине. И прикол в том, что он прилетает. То есть мы с ним договорились, что вот мы будем вдвоем меняться, потому что очень много ездить. И он приезжает и говорит, что он забыл права. И я такой, блин, короче. И такие мысли, блин, может, он специально забыл права, да, чтобы не водить. В итоге, короче, он водил только без прав. Вот, то есть даже в Америке так не было. Потому что в Америке, мне кажется, даже вот без прав будешь, остановишься, скажешь, блин, забыл, там, тебе там, может, штраф выпишут небольшой, и все такое, езжай. А здесь прям очень строго. Здесь штраф первый,
1500, а второе, там, не знаю, лишение или что-то такое, это, ну, совсем жестко. Не знаю, мне кажется, Мюнхен, он, по идее, такой более пенсионерский город. Кажется, может, заметил. И все спокойно, безопасно. Средний возраст Германии, кажется, 40+. Я думаю, в Мюнхене еще больше. То есть, по сути, сюда приезжают какие-то такие работяги работать. Да. И, то есть, такая рабочая суета здесь больше. Вот. Мне кажется, вот если есть семья, дети, мне кажется, в Мюнхене неплохая опция. Нежели чем, не знаю, другие города. То есть, кстати, даже с выгодой налогов, то есть намного лучше, потому что, допустим, я как сингл, я в самом неудобном положении, потому что у меня самые высокие налоги. Серьезно? Самый максимальный налог у меня 42% налог подоходный. А если ты женат, то налог уменьшается сильно. На 5-10. И 5-10% это существенно, да, в размере года, там, если ты хорошо зарабатываешь. И еще за каждого ребенка платят по 300 евро в месяц до 18-летия. То есть, в принципе, очень классно. Где так платят? В Германии. Вот пришлось тачку взять, короче. Ты сказал, с ним здесь правами? Да. Серьезно? А как ты сегодня едешь? Ну, основной страховик. А, серьезно? Да. Я потому что сделал себе права. Ты сделал права? Да, Ты можешь до Берлина, да, если что? Да. Ну, в плане у меня прям немецкий. Да. Да. Не все, у УДШ их нету, допустим. Это сложно, да, говорят? Это сложно, да. Во-первых, это очень дорого. Это дорого. Все, я запечатлел это на камеру. Much love breakdance. Воу-воу-воу! Ушел. Кажется, с нашими ребятами тоже поработать, я понял, эффективность работников. Да? Почему здесь, например, инженер может работать 6-8 часов максимум, брат. Я никогда 8 часов, я не помню, что я работал. Но в Алмате у нас, типа, все жалуются на то, что, типа, мы дофига работаем. И я такой думаю, а почему так, типа, почему по 12-10 часов надо в день работать? И вот эффективность работника у нас меньше, по идее. Поэтому и, ну, у этого есть разные причины, да? Это очень долгая тема. Но в целом, совок, брат, на нас повлиял негативно. Типа, я смотрел project management западный, да, и советский. Я посмотрел, ну, типа, как они там, план, вот эта пятилетка, как вот это все выполнялось. И, короче, отсутствие правильной мотивации. То есть там зарплаты нету. Если не то, что про капитализм, да, просто, типа, ну, больше работаешь, больше получаешь, типа, да? Ну, там же не было. Там, типа, просто, ну, все, там, за какую-то идеологию надо работать, да? И вот эта штука, она немножко осталась у нас, что вот за зарплату, типа, работать, как будто бы... Ну, и зарплаты низкие тоже. Вот зарплаты низкие. Зарплаты низкие тоже, да. Я потому что думал, что, ну, конечно, если ты будешь 5 штук баксов платить в месяц человеку, он разовьется до того момента, что он будет так работать, что он очень эффективно станет. Но на уровне институтов тоже это большая разница. То есть, если ты здесь с людьми работаешь, тут человек, типа, закончил там вуз в одном месте, там, в каком-то топовом вуз в другом месте, и он знает, на что он идет. У нас часто вот этого вектора направления нету. Но в Германии тоже мало платят, я считаю. Все равно. Вообще, ну это да, это большая тема, ну да, мало платят. На квартиры 2000 евро, брат. 2000 евро. Таких зарплат нету, брат. Люди зарабатывают 2500. Может, в хорошем случае, брат. Есть же свои. Это не так. Типа свои минусы? Нет, ну, условно. Да, что вам не хватает? То, что самое страговое в эмиграции. Это тоска по родным. Да, 100%. Это то, что, блин, ну ты вырываешь кусок своего сердца, и оно остается там. Твой дом всегда будет там. Это никогда не будет твоим домом. И тоска по родным, да. Родители. Они не молодеют, они стареют, и переживания за них это
самое, знаешь, вот просто ты ценишь время, когда ты с ними проводишь. И каждый раз вот, ну, просто, знаешь, на сообщении... Ну, короче, это неизбежно, ты же знаешь. Это так, из этого состоит жизнь, но то, что ты на расстоянии, это гораздо сложнее. Ты не будешь никогда сидеть белым арийцем среди белых арийцев, и это окей, и ограничиваться как бы... Вообще, по сути, они приветливый народ и открытые на самом деле, хотя холодные. Но если с ними заобщаться, то вполне себе клевые люди. Ну, ладно. Мне это помогает. Ну, потому что вы знаете немецкий, вы знаете, что такое немецкая культура, да? Ну, это да, мне тут повезло, потому что я с 1 класса я все это... У нас школа немецкая была, и мы прям с 1 класса у нас это все было. Немецкий хор, немецкие праздники, мы там... Мне поэтому по орбите ходили с факелами. Ну, серьезно, это было. Да, мы... Прикол в том, что я учился 11 лет в этой школе, но я не был в немецком отделении, были в английском. И мы, наоборот, всегда прикалывались. Немецкий? Зачем вы это учите? Весь мир учит английский. Но если бы я знал тогда, что я буду здесь, я бы учил немецкий, да. Не, ну мне, в принципе, полгода хватило, чтобы, так скажем, понимать, говорить. И, в принципе, сейчас вот мне еще один уровень, я могу учиться пойти. Меня так вообще смущало, знаешь, ну, по нашему, так скажем, ну, воспитанию нашему, да, что мужчина всегда добытчик, женщина всегда дома, уют, тепло, дети. А тут, считай, ну, такая ситуация. И мне пришлось вот столько времени с ней сидеть дома. И сейчас временами тоже, ну, у меня в основном, ну, нестабильная работа, подработки, потому что я, ну, интегрирую. Да, и мне гораздо лучше вообще быть, ну, в нашей семье должен один человек быть, аккуратно, солнышко. В нашей семье должен быть один человек, как флексибель, да, как этот гибкий такой. Потому что, ну, там, если что, дочь забрать или там заболела. Короче, у одного пока что на этом этапе должна быть не совсем важная работа быть, так скажем. Все в тачках, да? Вот. Ну, пока я делаю там, мне надо еще один уровень языка, и дальше я могу поступить куда-нибудь учиться или, ну, пойти на нормальную уже 8-часовую работу. Сейчас я работаю полдня, вот. И вот этот момент, он больше всего был в моей голове. То есть я себя больше всего жрал, то есть даже Фируза вообще уже забила на то, что она сейчас главный добытчик, что как бы, ну, можно сказать, за счет нее мы все здесь как бы живем. И вот, но я себе этого не мог долго простить. Я прям с этим боролся, и меня это прям угнетало, мне было стыдно об этом говорить. Вот. Но я сейчас как бы переборол эту вещь и думаю, в этом нет ничего, как бы, ну, жизнь состоит как бы из разных моментов, и это просто какой-то, знаешь, вот, период жизни, да, и в этом нет ничего постыдного. Я, ну, наоборот, когда я начал увидеть респект с твоей стороны, да, например, еще там ребята, я понял, что в этом тоже есть проявление мужества, короче, так скажем. Вот. Тренд, условно, на осознанное отцовство. Ну, типа, люди уже к этому приходят, что нужно активно участвовать в воспитании и все такое. Но меня жена этим загружала, честно говоря. Даже когда она была беременна, она мне дала книжку, по-моему, Nordic Dads. Типа, прочитать, какие скандинавские отцы. И, как бы, я вообще ко всему скептически отношусь, но все равно, типа, у меня просачивается и в подсознании у меня остается. И, наверное, вот под влиянием, наверное, текущих трендов, под влиянием жены, там, то есть я это тоже уже принял в себя и тоже стараюсь быть таким осознанным. Кто в вашей семье добытчик? Добытчик я, и как бы мы с этим окей. Смотри, то есть я считаю, это в целом нету такого, как должно быть, типа нет такого, что должен мужчина или там должен женщина, типа если парам окей, то окей. Другой момент, что для меня очень важно, и мы там с женой это проговаривали, это то, что в любом случае она должна чем-то заниматься, чем-то работать и уметь зарабатывать себе на жизнь сама. Почему? Потому что, во-первых, всегда со мной может это случиться. То есть, ну, я могу там, ну, заболеть, умереть, ну, неважно. То есть, и она должна... Я не хочу, чтобы там моя дочка и она тоже росли в плохом достатке. То есть она должна уметь сама это делать, во-первых. И во-вторых, то есть, ну, это жизнь, как бы мы всегда можем расстаться, всегда можем развестись там или еще что-то. То есть я не хочу этого, но это может быть. То есть нужно, да. И она тоже должна уметь сама себя содержать и содержать мою дочку.
Мы, Это было уже здесь, да? это не было в Германии, это было в Копчегае. Мы работали где-то полгода, и мое дежурство. А со мной, вот я говорил до этого, кентишка мой, Айдос. Мы вдвоем дежурили. Поступает ножевое ранение, мужик лет 40. Его кухонным ножом на улице пырнули. Мы его завозим. Он уже такой бледный. Видно уже все, короче, пот. Мы его в реанимацию завозим. Сразу рану смотрим, она проникает. Мы говорим, все, на операцию. Операционный стол готовят. И мы, анестезиолог там сам сразу же реанимирует. Не реанимирует, а интубирует. И заходим в операционную. Открываем живот. И там уже полный кровь, короче. И ну, это моя первая операция была, когда ножевое. Заходим, там полностью полная кровь. Начинаем чистить. И там сгусток, получается, сосуд прижал. И за счет этого еще держалось давление. И мы этот сгусток убираем. Ну, это, короче, как там месиво же. Ты не работаешь быстро-быстро. Убираем, короче, сгусток. И оттуда, короче, фонтаном. Берем эти, закрываем это все. И говорят, давление все падает. И мы уже ничего не можем делать. Просто берем на зажим сосуд. И анестезиолог говорит, все, давление упало, надо реанимировать. И все, шел. Это не была ошибка, это так получилось, там нереально было. То есть это был крупный сосуд, аорта была задета, там вообще без шансов никак. Сначала 3 месяца учил немецкий в Казахстане, в Копчегае. Я там хирургом работал год, уволился. 3 месяца там учил, потом сюда на курсы немецкого. Потом сдал экзамены и получил разрешение на работу. Работал по временному разрешению, называется Berufserlaubnis. Потом сдал немецкий экзамен, который здесь немецкие студенты сдают, государственный. Вот, и полностью подтвердил диплом и вот работаю. Но работаю с 2019 года официально, а в 2021 году уже последний экзамен был, сдал. С 2021 уже все полностью подтвержден. А учился в Казахстане, да, на врача? Да, в Алмате учился, в Казному. В 16-м закончил. Асфендиярова? Асфендиярова, да. И 2 года интернатуры там. Ну, полностью бакалавр, интернатура. Потом год работал в Копчегае общим хирургом. А здесь специальность поменял. Но если грубо говоря, сейчас я в кардиологии, но работаю в отделении интенсивной терапии. Какая у тебя специальность? Я анестезиолог-реаниматолог. То есть даем наркоз, хирурги оперируют, после этого ведем этих пациентов в реанимации. Либо это первая часть нашей работы, вторая — это все ДТП, все тяжелые пациенты, которые, начиная от самоубийства, от тех, кто где-то погорел, от несчастных случаев, все попадают в реанимацию и, грубо говоря, вот как он до этого сказал, вытаскиваешь их с того света на этот. По сути, мы в разных больницах работаем, но отделение одинаковое. Он ведет хирургических пациентов, которые после операции, а я веду терапевтических пациентов. Но суть одна и та же, тоже одно отделение. В Казахстане расскажите, почему вы не остались врачами? Тоже, да. Вопрос сложный. Ну, у меня первая причина, по которой я уехал из Казахстана, это было желание развиваться на тот момент. На тот момент я многие аспекты жизни не понимал. И приехал ради развития. Я понимал, что в Казахстане мне просто нечего ловить, и я там не получу того развития, которое я хотел бы. Вот, я приехал в Германию. Но сейчас уже постфактум, после переезда, я понимаю, что есть и другие части, допустим, жизни, то, что играет тоже большую роль. Это уровень жизни здесь, уровень зарплаты, взаимоотношения с пациентами и так далее, и так далее. Все равно это немного другой уровень здесь. Но в Казахстан все равно хочется вернуться. Есть такое. Мы с ним не знакомы, мы с ним познакомились. Очень интересная история. Казахи тут у нас комьюнити, все друг друга поддерживают. То есть я зашел в чат, грубо говоря, наши врачи в Германии, это то есть все постсоветские врачи. И просто написал туда, вот я из Казахстана, есть ли кто еще.
И, получается, он уже был в этом чате, он откликнулся. И был такой случай, что мне нужны были бабки. Когда мы в чате познакомились, он говорит, я с Алматы, я говорю, вот я с Астаны, я учился в Астане. Он говорит, если что, он раньше, получается, на год приехал, он уже на ноги встал. Он говорит, обращайся в помощь, если нужна будет. Ну, я на это, как всегда, внимание обратил, типа, помощь, понятно. И через 3 месяца, когда приезжала, думаю, блин, кому же написать, у родителей неохота денег занимать. И написал ему, то есть мы вообще не знакомы. Он даже у меня фотки, вы ничего не ставил, мы друг друга не видели. Я ему написал, что ты подразумевал под значением помощь. Он говорит, ну, если нужна денежная помощь, то могу занять до 3000 евро. Я такой, офигеть, типа, незнакомый человек. Ну, я, в общем, сколько, 2000 евро он мне занял. И у меня была тоже мотивация ему эти деньги отдать. И после этого мы увиделись через... То есть человек не знает меня, просто знает, что я казах, которому нужна помощь. И мы вот так заобщались. Слушайте, а этот вопрос, вчера что-то говорили насчет первой зарплаты. Вы получали зарплату в Казахстане первую? Я получал первую зарплату. Кстати, ты расскажи. Это вообще, комичная ситуация. Я работал месяц, ну, практически, можно сказать, месяц, и первая зарплата у меня была 28 тысяч. Да, и мы, со мной устроился тоже мой друг, Айдос зовут. Вдвоем устроились после университета, мы вместе учились. И я получил 28 тысяч, он получил 30 тысяч, по-моему, или 32 тысячи. И я взял у родителей 5 тысяч тенге, и мы скинулись по 33 тысячи, и нас накрыли стол для коллег. И на это ушла моя зарплата первая. Но в последующем я получал по 54, 60, максимум, что я получал в Казахстане, по-моему, 90 это было, или 80 это было. Это 2006 год. Қай жылдар? 2006. 2016, сори. 2016-та. Хорошо. 2016-тан 2017-ге жұмыс істедім. Августтан июльға дейін. Ну, наверное, для честности тогда нужно сказать, что, потому что по-любому будут людям интересно, сколько мы тут получаем. Ну, общую сумму, не сколько вот на руки. Разница по-моему, в 20 раз, да? Я не математик, но... Ну, я могу так сказать. Первая моя зарплата в Германии была больше, чем я в сумме получил за год в Казахстане. Можно сказать сумму? Первая была 3000 евро. Чисто то, что я на руки получил. За месяц? Это было не за месяц. Я устроился в конце марта. И там была последняя неделя марта и плюс еще апрель. То есть до 2 месяца. Чуть больше месяца. Месяц и неделя, наверное. 10 дней марта. Ну, грубо говоря, если сейчас просуммировать, через 2 года опыта нашей работы, то есть, что получилось сделать? У нас получилось заработать на машину, у него, у меня, снимать квартиру, ездить 2 раза в отпуск и, грубо говоря, от 4 до 5 тысяч евро получает врач после 2 лет опыта работы с дежурствами. Но справедливости ради нужно сказать, что ты реально с тебя выжимают полностью, чтобы ты зарабатывал эти деньги. Согласен. Ты просто убиваешься на работе. Бывают дни, когда ты понимаешь, что ты оставил часть здоровья там. Ритмы заплетают сплетениями слов, наполняя строками нутро. И вновь душа не понимает, что же с ней стряслось, но я чувствую то, как она поет. Чувствую ее дурманит образ неземной, образ моей девочки простой. Чувствую, как стих посылает мне У них взаимоотношения с женой. Любовь? Да, любовь. Он рассказывает сейчас, что 5 лет они жили на расстоянии, и он копил деньги, чтобы на 2-3 месяца приехать к жене, и уезжал. И я немного под впечатлением от таких отношений. Как я познакомился с Фирузой? У нас была линейка, там, кто хорошо стихотворение рассказывал, на 9 мая нас всех собрали, то есть со всех классов, да. И, короче, получается, мы стояли на этой линейке, слышь, какое эхо? И мы, короче, стояли на этой линейке, и она так прикольно рассказывала, картавила, и я ее так подколол, короче, повернулся, один раз на нее посмотрел. Она сияет в глазах твоих,
Красное созвездие ангела. Она мне дала четко понять, типа, она меня отшила. И я сказал, ну, блин, ладно, повзрослеет, если действительно я произвел такое впечатление, такое, то, как я чувствую это, то она сама мне напишет. И она сама мне написала, и мы начали встречаться, все. Она писала, когда Она школу была, закончила? нет, она была в 10 классе. Она была в 10 классе. Все, и вот так мы 2 года повстречались, она приехала сюда, и мы поженились. И вот так 5 лет были на расстоянии. То есть одни из условий родителей были, что мы даем добро на то, чтобы вы женились, но наша дочь должна закончить университет в Германии. Она должна добить эту цель. Сколько помню нас, помню крепкую любовь, помню каждый миг, каждый солнцеблик, то, что утром гладил твои локоны. Помню каждый взгляд, помню, как твоя душа глубины меня затронула, держи меня крепче рукой. Эй, не сомневайся, я с тобой, ведь мне с тобой хорошо и легко, это чувство так необыкновенно. И мы где-то далеко, где-то над землей, где-то высоко, 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 высоко над небом, там, где другая галактика. О, там, где созвездие ангела. О, оно сияет в глазах твоих. О, красное созвездие ангела, ангела, ангела. Там, где другая галактика. О, там, где созвездие ангела. О, оно сияет в глазах твоих. О, прекрасное созвездие ангела, ангела, ангела. Я вообще самоучка, братан. Я вообще в шоке, как меня занесло в компанию музыкантов, так скажем, да, ну, понятно, за счет там вокала, что-то еще. И что они меня респектуют, так как музыканта, знаешь, многие говорят, да, ты даже без образования, типа, музыкант. Я такой, да, завязывайся. Ну, для меня это такая... Душой поешь просто. Душой поешь, чувствуется. Да, спасибо. Какая финальная задача у тебя? Финальная цель? Финальная цель. Раньше у меня всегда были, знаешь, такие цели, там, на лет 5 вперед или там что-то еще. Сейчас я вообще ничего не загадываю, я просто плыву по течению. Ну, делаю все, что я могу сделать, все, что как бы, максимум. И прожить счастливую жизнь. Вот это, наверное, финальная цель. Есть мысли, что ты здесь будешь всю жизнь жить? Да. Сейчас уже да. А просто мне кажется, я говорю, чем дольше ты здесь остаешься, тем, короче, шансов домой. Не то, чтобы шанс, а просто уже сложнее будет вернуться. Потому что, ну вот ребенок растет, да, вообще в другой среде. И мы уже привыкаемся. Мы и так в Лейпциге. Нет, домой. Домой. Где мы живем? Дома. Ну да. Поэтому куда мы едем? Домой. Все верно. Сұлулығысындай болады екен, бір басқа армансыз қонады екен, адамда өмірге қонады екен. Шынымен бұл дүние шолады екен. Қарағым-ай, еліктер осылай жосады екен, жолыңның сенікі тосады екен, бұл көңіл неліктен босады екен, бұл тағдыр сені кімге қосады екен. Қарағым-ай, қиылып үзіліп қарағым-ай, қарағым қандай сұлу жанарың-ай. Қарағым-ай, қиылып үзіліп қарағым,
жаңарыңай Қарағым-ай бұл өмір осылай өтеді екен Такие пажу, смотри, какие они классные. жинас бар ғұмырым бір сүйген күннен ай жете ме екен Қарағым-ай қиылып үзіліп қарадың ай қарағым қандай сұлу жаңарыңай Қарағым-ай қиылып үзіліп қарадың ай қарағым қандай сұлу жаңарыңай қарағым қандай сұлу Ромова, заранее кеширим, если что-то не так было. Эта песня любимая моей мамы, да. Она просто, это мое детство, понял? Это мое детство, это все, что я слушал. Ну, на кассетах мама постоянно слушала, так душевно. И вот я сейчас как будто так, знаешь, ну, короче, она меня обнимает, эта песня прям такая теплая.